Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что на самом деле скрыто в глубине женщины в мире, где сила часто ассоциируется с женщинами? Под поверхностью скрываются сложные уязвимости. Присоединяйтесь к нам в путешествие, где мы откроем невысказанную правду о женских слабостях, которую так мало понимают большинство мужчин. Давайте углубимся в секреты, которые женщины тщательно охраняют, и выясним, почему понимание этих уязвимостей важно для создания более глубоких связей и прочных отношений. Оставайтесь с нами до конца, чтобы открыть для себя 3 фундаментальные слабости женщин, которые нельзя игнорировать. Прежде чем я начну, спасибо за вашу поддержку. Если вам понравилось видео, вы можете помочь мне продолжить распространение философии стоиков. Если вы еще не подписаны, рекомендую подписаться и активировать колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео. Воспринимаемая женщиной сила и устойчивость важны, но крайне важно признать, что она, как и любой человек, не застрахована от уязвимостей и слабостей. Многие из этих уязвимостей не очевидны, а некоторые остаются скрытыми даже для самых близких ей людей, особенно для мужчин, которые могут не до конца понимать нюансы ее эмоционального ландшафта. Эмоциональное поведение женщины часто значительно смягчается, когда она сталкивается с добротой и искренним уважением мужчины. Это изменение не просто поверхностное, раскрывает более глубокий слой вашей эмоциональной структуры, обнажая уязвимости и слабости, которые в противном случае остались бы скрытыми. Однако это смягчение также выявляет некоторые уязвимости, которые могут быть активированы непреднамеренно, если с ними не обращаться осторожно. Многие женщины, естественно, настороженно относятся к этим уязвимостям, часто скрывая их от мужчин, опасаясь, что их неправильно поймут или осудят. У них может быть необычная реакция, если эти уязвимости будут расследованы, хотя они могут не выражать явно свою обеспокоенность. Несмотря на случайные или едва заметные признаки, мужчинам может быть трудно понять важность этих уязвимостей, объясняя перепады настроения мимолетными эмоциями. Однако, если к этим уязвимым местам относиться мягко и сочувственно, женщины могут отреагировать неожиданным и глубоким погружением в свои эмоции, особенно в самые искренние чувства. Раскрытие этой уязвимости, сосредоточенной в глубинах женского сердца и эмоций, представляет собой решающий момент, который, если действовать осторожно, может привести к глубокому взаимопониманию и эмоциональному развитию в отношениях. Представление об эмоциональной уязвимости женщины выходит за рамки простой сентиментальности и затрагивает суть ее существа и тонкости ее внутреннего мира. Признавая и уважая эти уязвимости, мужчины могут формировать более глубокие связи с женщинами в своей жизни, укрепляя отношения, основанные на доверии, сочувствии и подлинной эмоциональной близости. Когда мы углубляемся в сферу эмоций, мы неизбежно приходим к сердцу, эпицентру чувств и человеческих связей. На протяжении веков поэты и философы восхваляли глубины сердца, признавая его вместилищем любви, сострадания и уязвимости в сложном узоре человеческих эмоций. Прикосновение к женскому сердцу имеет значение, выходящее за рамки простой сентиментальности. Это действие, наполненное преобразующей силой, способное растопить даже самую защищенную оболочку и создать нерушимую связь близости. Представление о женском сердце как источнике эмоций глубоко укоренено в ткани человеческого опыта. Когда нежно с нежностью прикасаешься к женскому сердцу, оно претерпевает метаморфозы, смягчаясь и отдаваясь теплу искренней привязанности. Это свидетельство присущей женщинам силы и стойкости, чья способность любить и сопереживать не знает границ. На самом деле женщины обладают уникальной способностью, дарованной свыше, глубокой чувствительностью к сложным путям человеческого сердца. Даже обладая этим даром, он увеличивает их эмоциональную чувствительность, что приводит к уязвимости, которую часто упускают из виду или неправильно понимают. Женское сердце с его бесконечной способностью к любви и состраданию также может глубоко страдать и разочаровываться в сложном танце отношений. Женщины могут обнаружить, что им приходится тонко балансировать между уязвимостью и устойчивостью перед лицом присущей человеческому сердцу хрупкости. Для многих мужчин тайна женского сердца остается окутанной тайной, загадкой, ожидающей своего разрешения.
Мужчинам может быть трудно понять эту уязвимость, вызывая дискомфорт или опасения в связи с перспективой причинения непреднамеренного вреда или страданий. Влияние предательства или обмана на женщин очень велико, оно находит отклик в самой глубине их души и вызывает каскад сокрушительных эмоций. Инвазионная и нежная природа женских сердец является одновременно источником силы и уязвимости, подчеркивая сложность человеческих эмоций. Это напоминает вам, что за каждым фасадом силы скрывается сердце, жаждущее понимания, сострадания и подлинной связи. Ценя святость женского сердца, мужчины могут построить более глубокие и значимые отношения, основанные на взаимном уважении, сочувствии и преданности. Стоицизм поощряет подход к сексу и красоте с умеренностью, самодисциплиной и упором на внутреннюю добродетель, а не на внешнее желание. Стойки верят, что люди могут достичь более глубокого удовлетворения и удовлетворения в своей жизни посредством самоконтроля и развития добродетельных качеств. Для женщин эмоциональный комфорт занимает священное место, являясь краеугольным камнем их эмоционального благополучия и самореализации в серьезных отношениях. Выходя за рамки простого физического комфорта, комфорт в отношениях обеспечивает глубокое чувство безопасности, принятия и удовлетворения. Когда женщина чувствует себя по-настоящему комфортно со своим партнером, она становится способной действовать с бесконечной любовью и щедростью, укрепляя эмоциональную связь и закладывая основу взаимного доверия и уязвимости. Когда женщина чувствует себя в безопасности и любимой в присутствии своего партнера, она охотно открывает свое сердце в обмен на верность и преданность, создавая непоколебимую связь. Комфорт обеспечивает убежище, где оба партнера могут найти силу и поддержку друг в друге, даже перед лицом невзгод повседневной жизни. Поиск комфорта – это священное путешествие, поиск эмоциональной связи, лежащей в основе желаний каждой женщины. Она свидетельствует о силе любви, доверия и понимания, которые необходимы для длительного счастья и удовлетворения в значимых отношениях. Искреннее, значимое внимание часто упускается из виду, но оно оказывает глубокое влияние на женщин, выходя за рамки поверхностных жестов и превращаясь в настоящую, искреннюю связь. Уязвимость лежит в основе стремления женщины к подлинной, эмоционально глубокой связи. Хотя женщины могут получать внимание от многих поклонников, именно качество, а не количество этого внимания влияет на их сердце. Подлинное внимание со стороны мужчин может быть мимолетным и неискренним, лишенным настоящих эмоций и глубокого понимания. В своих романтических отношениях женщины ищут искреннего внимания со стороны партнера. Когда они получают такое внимание, это вызывает глубокую эмоциональную реакцию, чувство признания, признательности и связи, выходящие за рамки слов. Стойки поощряют умеренность в отношении секса и красоты, подчеркивая самоконтроль и развитие добродетельных качеств, а не внешних желаний. Они верят, что благодаря этому люди могут достичь более глубокого чувства удовлетворения в своей жизни. Это искреннее внимание становится источником поддержки и питания души, разжигая страсть и желание в женском сердце. Это осязаемая демонстрация любви и преданности, сплетающая паутину близости и доверия. Короче говоря, понимание и уважение к слабостям женщины имеет решающее значение для доступа к глубинам ее сердца и души. Целуя свои уязвимые места с состраданием и сочувствием, мужчина может построить отношения, основанные на любви, уважении и взаимности. Если вам понравилось, не забудьте включить уведомления. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо и увидимся в следующий раз.